Всем привет! С вами Айгерим Жумадилова. Сегодня я для вас хочу показать и рассказать про лимфодренажный массаж лица. Я немножко неудобно сижу, потому что снимали. Недавно я запустила онлайн-курс лимфодренажного массажа на тело. И некоторые мои подписчики в Telegram мне задавали вопрос: Айгерим, что делать, если, когда мы делаем массаж на тело, любой, лицо отекает? Как с этим справиться? Вот сегодняшняя методика, она очень полезна. Во-первых, снимают отечность. Во-вторых, подходит даже после инъекционных процедур, после операции, потому что мягкая форма массажа. Но тем не менее полезны и для нервной системы, и для кровообращения, и для снятия отеков. Вот. Благодарю, что вы со мной, постоянно на связи. В Telegram подписывайтесь, здесь оставлю ссылку. Вот сегодняшняя методика сочетается с любыми методами массажа, с любыми техниками массажа. Ну, давайте приступим. Я предварительно очистила лицо, протонизировала. Теперь массаж у нас начинается с зоны декольте, а точнее мы должны подключить лимфатические каналы над подключицей. Здесь мы активируем венозный угол. Все очень просто. Просто руками прилагаем сюда давление примерно 2-копеечной монетки, даже не давим. Просто держим и где-то минуту фалангами пальцев попробуйте послушать дыхание клиента. Лимфа, в принципе, сразу реагирует. От того, как мы запустим лимфу, зависит качество нашего массажа лица. Кстати, у меня недавно, по-моему, в Telegram просили, почему после массажа тела лицо отекает. Часто такое наблюдаем, как с этим работать. Вот показываю техники. На самом деле, активируя угол венозный отток, то есть здесь у нас грудной проток, точнее, с левой стороны и с правой стороны. Здесь мы улучшаем кровообращение мозга и головы, вот делая эти техники. И потихоньку я поднимаюсь по грудино-цистовидному отростку. Грудино-ключично-цистовидный отросток шеи. Это вот эта мышца. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тоже легкие помпажные движения. Такие же движения у нас под челюстью. Здесь тоже проходят сосуды лимфатические. И потихоньку я лицо просто буду... Я здесь без масла, кстати, работаю. Визуально буду делить на 3 зоны. Это нижняя треть. От центра к периферии. Вот так вот помпажными движениями я двигаюсь к слуховому проходу. Ну, где-то 5 подходов. И по средней части лица. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Лобная зона. Потихоньку ведем к виску. Вот так вот. В височной зоне. И сливаю. Лимфодренажная методика массажа выполняется очень-очень-очень плавно, без резких движений. Здесь таких силовых техник нету. И методика направлена на улучшение венозного оттока, на лимфодренаж. И эту методику можно делать, нужно делать
до операции, если ваша клиентка собралась на подтяжку лица или какие-то инъекционные процедуры. И после обычно врачи назначают, потому что это очень мягко выполняется и очень хорошо снимает отечность. Сейчас я буду миксовать с масляными техниками. То есть на масле буду работать. До масла давайте чуть-чуть поработаем на затылке. Лимфатические каналы за ушной раковиной тоже расположены. Поэтому правильно будет, если вы их запустите тоже во время массажа. До масла будет правильно сделать массаж головы. Плавно перемещаемся на височную зону. Такими круговыми движениями. Массаж скальпа, можно сказать. Слуховой проход здесь нам открыть очень важно. Поработать с мышцами, с фасциями, потому что здесь лимфатические каналы проходят вниз. Кстати, кто хочет сделать акцент на зону глаз, вот хорошая фишка, нужно проработать, открыть зону слухового прохода вместе с височной зоной. Потому что височная зона, она прикрепляется от скуловой дуги, идет выше, и это считается как группа жевательных мышц. У нас же на лице все мышцы взаимосвязаны, тем более от состояния мышц зависит наш лимфоток. И влияет очень много факторов. Это питание, это водный баланс, это метаболизм. Поэтому не всегда при первом сеансе, даже на массаже тела, при лимфодренажной методике, результат разным бывает. У кого-то быстро сходит отечность, у кого-то чуть держится, надо где-то минимальный курс делать. Но я очень люблю лимфодренажную методику. И дома можно сделать где-то минуты 5. Обязательно вот зону ключицы открываем, да? Как я уже показала. Здесь можете масло выбрать любое. Но если выберете из базовых масел, там масло виноградной косточки, не ошибетесь. Подходит для всех типов кожи. Я еще иногда сама добавляю разные эфирные масла. Например, если антивозрастная кожа, люблю сандал добавлять, ладан. Тоже очень хорошо воздействует на кожу. Если лимфодренажный эффект хотите иметь, то масло можжевельника, укропа, эфирное масло можжевельника и укропа идеально подходит. Вот от центра идем. И на трапеции. Я дополнительные вот такие более усиленные помпажные приемы применяю, чтобы немного расслабить зону трапеции.
круговое движение. Я люблю с лимфодренажным массажем тела еще дополнительно применять, уже когда на процедуре, приватно, без камеры, массаж молочной железы. Тоже очень много лимфодренирующих техник там есть. Я как-нибудь фрагменты в Телеграм, наверное, покажу, чтобы не заблокировали, да? Все. Теперь проходим на зону платизмы. Зона платизмы. У нас подкожная мышца шеи, которая начинается от грудной фасции, вот так вот стелет и прикрепляется на краях нижней челюсти. Но при этом у нас кроме этой мышцы есть еще другие глубокие мышцы. Например, мы можем взять, прощупать и даже промассировать кивательную мышцу. По этой проекции у нас проходят лимфатические каналы, вот так вот протекают к ключицам и вниз, да? Поэтому очень важно наладить работу этой мышцы и немного расслабить их. И вот эта мышца кивательная, грудино-ключичница-сцевидный отросток шеи, да, правильное название. Когда сильно напрягается, это означает, что, возможно, есть проблемы с желчеоттоком. Потому что здесь есть вход в желудок, биологически активная точка. У нас все в теле взаимосвязано. И немного шею хочу расслабить. Очень плавные движения в одну сторону. Плавно переходит на другую сторону. Тоже очень хорошо помогает снимать отечность с лица. Мы даже не с лицом больше работаем, а с прилегающими зонами. Больше времени уходит. Это чтобы было видно, выйная линия называется, кивательная мышца, вот здесь она крепится. И сливаем. Я лимфодренаж сочетаю с любыми техниками, с любыми методиками. То есть вот если миофасциальный делать, в конце можно лимфодренажем завершить процедуру. Если на букальный массаж клиент записался, то без лимфодренажа, без миофасциальной техники, на букалку не заходим. Вот такие есть свои нюансы. Это надо просто изучать. Я это преподаю. Так, здесь тоже повторим. Можно даже вот так вот тенором поработать вот основанием большого пальца. Сильно не давим. Помним, что лимфодренаж — это очень мягкая методика. Самый сложный с давлением техника, наверное, здесь, наверное, больше такие выжимающие приемы в лимфодренаже. Теперь потихоньку к лицу будем заходить. Начинаем, как всегда, с нижней челюсти. Казалось бы, техники очень простые, да? И мне чуть-чуть
маслом. Есть массажные кремы, на массажных кремах тоже можно работать. То, что вот сегодня я показываю на лице, это один из видов дренажа. Ну, лимфодренаж каждый по-своему выполняет. Ну, тем не менее, методика универсальная. Когда мы по телу работаем, вот лимфодренажный массаж делаем, действительно отечность очень... Первым делом она влияет на нервную систему. Вот лимфодренажная методика влияет на вегетативную систему, на нервную систему, на кровообращение. И самое главное, влияет на наш кишечник, на пищеварение. Поэтому уникальная методика действительно улучшает иммунитет. Почему? Потому что лимфоциты, они убивают бактерии, всякие продукты, шлаки распада, микроорганизмы. Да? Поэтому на лимфодренаж многие даже внимания не обращают. Но, тем не менее, эта методика действительно... Кстати, еще дополнительно расскажу. Вот если застойная лимфа, это, оказывается, больше зависит от того, почему она застойная, почему, когда массаж делаем, высыпает на лице. Помнишь, часто вот такое, с такими жалобами приходили. Хочу сделать массаж, но боюсь. Почему? Потому что высыпать может. Так однажды было. Это означает, что есть застой лимфы, и первым делом нужно по телу хороший лимфодренаж сделать. Можно даже детокс провести, да? Если в этом есть хорошие специалисты, которые помогают. От того, как мы едим, жареное, мучное, тоже очень влияет на состав лимфы. Если у вас безупречная лимфа, то считайте, что очень хорошо работает сердечно-сосудистая система. Мы же любим, чтобы нас побольше помяли, там массаж спортивный. На самом деле больше сил прилагаешь, это не означает, что это лучше. Так, в сторону. Видите, все техники у меня куда? Даже если вверх, но я веду чуть-чуть к виску. Хочется и лифтинг сделать, но у меня же цель дренировать. И отсюда вот так вниз сливаю. Потом главный секрет лимфодренажа, лимфодренажной методики, это разблокировка суставов. Но это больше, конечно, по телу. Я сейчас говорю по телу, если работать. Сначала разблокировать нужно суставы, потом уже все дренажные техники начинаются снизу вверх. Лимфа у нас всегда снизу вверх идет, а вот с лица, наоборот, вниз к грудному протоку. Вот так вниз течет. Поэтому мы магистральные сосуды здесь открыли в зоне декольте, ключицы, и плавно через шею зашли на лицо. Такими помпажами, играючи фалангами. Вообще потихоньку у мастеров развивается чувствительность рук. Поэтому первый блок, когда вы только прикасаетесь к телу, вот держите давление 2-копеечной монетки, да, вы просто можете даже послушать с левой стороны. И ощущение у клиента даже спросить. Для лимфы очень быстро реагирует.
Тут сильно давить даже не нужно. Носовую зону сейчас я прям такими спиральками открываю, да, потому что здесь, именно вот здесь у нас в зоне носогубных складок проходит вот так вот к углу нижней челюсти венозный отток. Поэтому я их вот так вот проталкиваю, массируя в сторону. Потом носогубная складка часто тоже бывает из-за застоя лимфы. Потом, когда гайморовые пазухи тоже забиты, это приводит к усугублению носогубных складок. Даже некоторые люди не подозревают, что если гайморит, то это может влиять на носогубку. Так, теперь тоже помпажными движениями я вот так вот глазки, верхнее веко, корругаторы мышцы называются, да, вот там, где бровь растет, я их как бы приподнимаю, к себе тяну, скользящие техники. Но не просто скольжение, я как-то ухожу вовнутрь и глубокие техники. Даже представляю здесь что я не просто кожу тяну, а мышцу, фасции. Вот так. Вверх. Вверх. Слили. И для мастеров, для некоторых мастеров хочется сказать, вот не всегда нужно фотографировать клиента. Вот фотографии до и после — это в начале карьеры, наверное, интересно, чтобы привлечь внимание, да, чтобы показать, как ты работаешь. А на лимфодренажном массаже даже ты сделай на тело на одной стороне, на одну ногу, и просто спроси ощущения клиента. Поднять ноги попроси и на вторую ногу, которую ты массаж не делала. Там ощущения совсем другие. Отдренированная нога или зона, да, руки, может быть, очень легкая, потому что там кровоток пошел уже. А там, где дренажа не делали, лимфодренажа, она тяжелая. Поэтому просто на ощущениях можно здесь, наверное, речь идет об энергиях, нежели там визуальной фотографии. И хороший лимфодренаж способствует лифтингу. Поэтому она сочетается с любой техникой. После массажа тела, например, если вы видите или ваш клиент просит, да, на лице снять отечность, потому что вниз головой лежит, достаточно 10-15 минут работы с лицом, и все. Отечность быстро сходит потом. Обязательно до процедуры и после процедуры. Кстати, как можно узнать? Мочевой пузырь активируется же. Угу. Вот здесь мы активировали зону грудного протока, да? И дальше в печень, в почки, в мочеточник дальше пошло, выводится через мочу. Поэтому в лимфодренажном массаже даже через пот, через кожу выходят излишние токсины. Она же выводит шлаки, токсины, не просто отечности. Вот. Поэтому если ваших клиентов высыпало
то, скорее всего, нужен хороший детокс, дренаж и соблюдение диеты какой-то определенной. Правильного питания, можно сказать, не диеты. Одним массажем здесь далеко не уедешь, как говорится. Комплексная работа, даже ментальное состояние, оказывается, влияет на застой лимфы. Вот. В принципе, мы завершили работу. Я предложу сейчас, можно оставить масло, а можно полностью смыть и сделать любую маску, которую вы хотите сделать по типу кожи. Вот, собственно, мы выполнили процедуру. Много времени не уходит, от силы 10-15 минут. Оставляйте свои вопросы. В следующий раз покажу еще одну методику, как работать с лицом. Вот, например, на носогубку. Покажу другие техники, да? Сочетаемые с массажем тела. Всем спасибо, до скорых встреч!